Ты в позе эмбриона на полу. Тот, кто сидит за столом, он задает вопросы. Те, что стоят с дубинками, они тебя бьют. Один отбивает ноги, другой бьет по спине, третий бьет по ягодицам. Могут подойти и ударить их шокером по гениталиям. Ноги опухают до невероятных размеров, люди теряют сознание. Не выдерживали, там, и ходили под себя. Заставляли петь их гимн. Кто не знает того, бьют сильнее. Говорят, как ты думаешь, почему мы тебя воспитываем? А он им, вы меня бьете за то, что я украинец. Подошел спецназовец и спрашивает, ну что, говорит, знаете, где вы? Я говорю, нет. Говорит, вы в раю. Нет медицинской помощи, горячей воды, возможности связаться с родными. Есть еда, которой невозможно наесться, ежедневные избиения, пытки и изоляция от внешнего мира. Каждая минута жизни здесь зависит от решений, настроения и даже прихотей других людей. И никто не знает, когда и чем все закончится. Обменом, судом и сроком или смертью. В таких условиях в российских тюрьмах содержатся тысячи украинцев, гражданских и военнопленных. По оценкам украинских властей, не менее 200 украинских военнопленных уже не вернутся домой живыми. Сколько в российском заключении погибло гражданских украинцев, неизвестно. Российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к украинским военнопленным. В соответствии с нормами международного права. Гуманная, милосердная и высокопрофессиональная. Человеческий и благородный подход. Не подвергаются истязаниям, не подвергаются унижению человеческого достоинства и так далее. Россия настаивает, что не нарушает международное законодательство о содержании военнопленных и гражданских. На деле это не так. Она нарушает и международное законодательство, и свое собственное. В этом видео мы расскажем о том, какой путь проходят украинцы от задержания или взятия в плен до обмена, если повезет. А еще мы расскажем и покажем, кто отвечает за пытки украинцев в России и как это пытаются оправдать. Конец 2021 года. Из колоний и СИЗО в приграничных с Украиной регионах начали вывозить российских заключенных. Их этапировали вглубь страны. Спешно, без объяснений. А в первые месяцы Большой войны СИЗО и колонии начали освобождать и в других регионах. Егор – бывший сотрудник ФСИН, заставший этот процесс. Мы не называем его настоящее имя и регион службы из соображений безопасности. Не было никакой подготовки. Ну, сказали, наверное, где-то за неделю до, это был март или апрель, что освобождают одну из колоний вот именно под пленных. Сказали собрать все вещи, которые у нас в колонии были. Все собрать и отвезти туда. То есть телогрейки, всякие шапки, всю обувь, которая есть. Вообще вся порванная, не порванная, какие-то матрасы, которые не нужны. Там все рваные, грязные, испачканные. Это все вообще было неожиданностью. И все сотрудники переполошились. А мнений особо никаких не существовало на тот момент. Потому что все были в шоке вообще от того, что война началась. От того, что пленных везут. Поначалу, да, очень многим сотрудникам было весело в плане того, что вот сейчас мы хохлов натянем, вот они там довыпендривались, ну и все остальное. Ну это я так культурно выражаюсь. А по факту потом стало уже вообще не смешно. И у нас там ребята начали погибать. И уже пошли гробы в наш регион. В освободившиеся СИЗО и колонии после начала войны начали привозить украинцев, и гражданских, и военных. Причины могли быть любые, но с законом ничего общего они не имели. Везли всех. И тех, кто не прошел фильтрацию, и тех, кого обвинили в какой-либо подрывной деятельности, и тех, кого просто задержали на улице или дома, и тех, кого вообще ни в чем не обвинили. И, конечно, военнопленных.
До полномасштабного вторжения Владимир жил в Мариуполе, растил 2 детей, работал в сфере гуманитарного разминирования, расчищал поля от мин и неразорвавшихся боеприпасов. После начала Большой войны он вступил в тероборону, стал старшим военным медиком, эвакуировал людей из-под обстрелов, вытаскивал их из-под завалов, доставлял в госпиталь. В марте 2022 года Владимир и его батальон были прикомандированы к военному госпиталю недалеко от бассейна «Нептун» в Мариуполе. 16 марта российская армия начала очередной обстрел. Пострадали драмтеатр, «Нептун» и госпиталь. Медики и раненые срочно эвакуировались. Часть на Азовсталь, часть, включая Владимира, на комбинат имени Ильича. Там они оказались в окружении. Заканчивались еда, вода, боеприпасы. 12 апреля по приказу командования все сдались в плен. Дальше были обыски, унижения и имитация казни. Людина, яка, якщо так можна сказати, людина, яка мене обшукала, подивився, так ти Донецький, ну пішли. Ну, пішли ми, трошки відійшли, там якийсь рівчак, спускайся, над головою пару пострілів зробили. Привели обратно. Ну, всі ці умови про там почесний полон, там 3-4 місяці і так далі, як нам розповідали. Ну, я розумів, що це все маячня. Ну, тобто, я слідкував саме з 2014 року, що саме відбувається за всіми цими обмінами і так далі. Я розумів, скільки люди там сидять, через що вони проходять і так далі. Тобто, ну, я не вірив в те, що там буде почесний полон, і ми там через 3 місяці повернемося додому. Як нам казали. Ну, я готувався до того, що це буде довго, боляче і неприємно. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь. После того, как украинцы попадают в плен, их обычно везут в своего рода транзитные пункты. Одно из таких мест находится в Сартане, небольшом поселке недалеко от Мариуполя. Именно туда привезли Владимира и других пленных. Их поместили в здание, похожее на склад. Вместе с Владимиром там было еще 500 человек. Кроватей не было. Спать приходилось на полу или на деревянных поддонах. Места для всех не хватало, поэтому спали по очереди. Одни спят, другие стоят и ждут своей очереди. Владимир пробыл там 3 дня. За это время, вспоминает он, их кормили только 1 раз – на камеру, когда приехали пропагандисты из Донецка. После этого Владимира вместе с другими военнопленными посадили в автозаки с маркировкой ДНР, похожие на те, которые вы видите на экране, и повезли в колонию в Еленовку. Там из-за перелимита снова приходилось спать на полу по очереди. В одном бараке с Владимиром, по его словам, было около 800 человек, хотя помещение было рассчитано на 150-180. Туалет на улице, кормили безвкусной баландой, воды в учреждении вовсе не было. Раз в 2 дня заключенным привозили воду ржавого цвета и неизвестного происхождения. В этой колонии украинцев допрашивали и решали, кого в какое учреждение этапировать дальше. Владимир пробыл в Еленовке около недели, после чего его вместе с другими украинцами посадили в военный грузовик, связали руки за спиной, заклеили глаза скотчем и повезли в Таганрогский аэропорт. Там их пересадили в самолет. Это был этап в Тверскую область, в СИЗО города Кашино. Получается, сначала военнопленных перевозят из одного места на оккупированной Россией территории Украины в другое. Часто эти места вообще не предназначены для содержания заключенных, в том числе пленных. После этого их обычно распределяют по СИЗО и колониям внутри России. При этом нередко украинцы не задерживаются в одном учреждении. Многих продолжают этапировать. Учреждений, отведенных для украинцев, десятки. Мы поговорим о 3 из них. Колонии номер 10 в Республике Мордовия, СИЗО-2 в Волгоградской области и СИЗО-2 в Таганроге. Украинцы называют их в числе самых страшных. Я пытался пообщаться с сотрудниками, которых отправляли работать в ту колонию, куда украинцев привезли.
Ну, когда я еще работал. Ну, со мной никто об этом не разговаривал, никто не рассказывал. То есть из нашей колонии откомандировали сотрудников туда, и они возвращались через неделю, через 2. Я спрашивал, как там, чё? А они смотрели на меня и, знаешь, там такое читалось, иди со своими вопросами. Не, ну, я прекрасно понимал, что там происходит. Ну, потому что в их взгляде казалось, что жопа там, реально жопа. Кровь, месиво, все остальное. Просто в их взгляде все это виделось. Мы соблюдаем все международное право, гуманитарное право в контексте людей, которые квалифицируются как военнопленными. Владимира этапировали через несколько российских СИЗО и 10 апреля 2023 года привезли в ИК-10 Мордовии. Украинцы называют это место Мордор. По данным наших коллег из расследовательского проекта «Схемы», украинцев в ИК-10 начали привозить в июне 2022 года. ИК-10 – это мужская колония особого режима. Она находится в небольшом поселке Ударный с населением в районе 2000 человек. Колония – одно из основных мест работы для жителей поселка. В учреждении есть свое производство. Заключенные, в числе прочего, делают теневые навесы и парковую мебель. Но украинцы к этому отношения не имеют. Им в колонии работать не положено. Владимир всего этого не знал. Он почти до самого обмена не знал ни номера колонии, ни названия региона. Он надеялся, что находится где-то рядом с границей с Украиной. Но это было не так. По прибытии в каждое учреждение украинцы проходят через так называемую приемку. Приемка, она же прописка. Так это называют заключенные. Официально эта процедура называется прием этапа. По идее, это процесс оформления заключенного, который прибыл в учреждение. На деле почти всегда, как только человека привозят в колонию или СИЗО, его начинают бить сразу после выхода из автозака. И так происходит и с украинскими, и с российскими заключенными. Но с украинцами, по всей видимости, обращаются куда более жестоко. Мы поговорили с Владимиром, украинским военнопленным, и с бывшим сотрудником ФСИН. Владимир рассказал, как проходил прием этапа для украинцев на примере ИК-10 Мордовии, а бывший сотрудник ФСИН о том, как проходила приемка в учреждении, в котором он работал. В общем, о том, как она должна проходить. Прием этапа – это стандартная процедура. Если мы говорим про колонию, это обычно происходит в кармане. Карман – это отсек, где проезжают транспортные средства. Конвой перевозит осужденных. Они выходят. В основном они берут все свои вещи, садятся на корточки. Конвой приносит личные дела осужденных. Те, которые из СИЗО приехали. Дежурный или другой ответственный человек читает фамилию. Осужденный подходит, говорит: «Я такой-то, такой-то». Тот сверяет данные, спрашивает фамилия, имя, отчество, дату рождения, по каким статьям осужден, каким судом. Это такая формальность, которая нужна, чтобы понять, что это именно тот осужденный, который есть. На приеме этапа может присутствовать медик, если кто-то из заключенных будет жаловаться на недомогание. Потом осужденных ведут на полный обыск, то есть на досмотр их личных вещей. Тебе б'ють, тебе намагаються зламати, показати, хто тут хазяїн, щоб ти навіть ніякої думки в тебе не було на спротив. Так, да, було холодно, звісно. У нас як відбувалася ця прописка? Забігаєш, роздягають повністю. Абсолютно повністю. Весь цей час шокер, клейки. Фотографують, і ти починаєш бігати по кабінетах, забіг, розписався, що в тебе нема претензій. Ну і всюди ж стоять спецназовці їхні, і всюди боляче. После этого заключенных помещают в карантин. Отдельные помещения, в которых находятся заключенные первые 2 недели после прибытия в колонию. Они получают робу, то есть одежду для колонии для осужденных. Они приходят в помещение карантина. Там они поедят или еще что-то.
Потім вибігаєш в коридор, чекаєш черги в інший кабінет, там отримуєш робу, тапочки, за них розписуєшся. Потом приходит медик, либо их выводят к медику и проводится медосмотр. Они будут проходить флюорографию и все остальное. К ним будет приходить сотрудник спецотдела. Их будет навещать психолог. Это все в течение этих 2 недель, пока они будут в карантине. Потім біжиш далі, проходиш флюорограму і вже біжиш до іншого корпусу. Так само, босоніж, без одягу, без нічого. По снігу вже до корпусу, де ти безпосередньо будеш. Зустрічали двоє з кийками, зупиняли, змушували співати їх гімн. Якщо не знав, то дуже боляче. Якщо знав, то трошечки. І ти вже біжиш далі в кабінет, тебе там сидить одне за столом, дивиться на твою особисту справу, де проходив службу, де був, що бачив і так далі. І двоє стоять ззаді, ти в позі ембріона на полу. Той, що сидить за столом, він задає питання, ті, що стоять з кийками, вони тебе б'ють. Я спросила у бывшего сотрудника ФСИН, почему прием этапа происходит так. Давайте я вам сейчас просто скажу одним словом. Это просто озверевшие люди, вот все. Просто так людям хочется. После приемки Владимира привели в камеру. Стены выкрашены в светло-розовый цвет. Белый потолок, деревянный пол, окно 30 на 60 сантиметров с решеткой. Умывальник и туалет отгорожены от основного пространства перегородкой. Сама камера размером 5 на 2,5 метра. Меньше, чем это, и предназначена для 4 заключенных, но вместе с Владимиром в ней было еще 8 человек. Украинцы были под постоянным надзором. Сотрудники колонии поставили камеру видеонаблюдения так, чтобы видеть, что происходит в основном помещении и даже в закутке, где находится туалет. Это, кстати, тоже нарушение. Согласно правилам внутреннего распорядка, туалет в камерах должен быть изолирован, цитата, «в целях обеспечения приватности». Смысл этой нормы как раз в том, чтобы исключить возможность наблюдения со стороны надзирателей и сокамерников. Камера, направленная на туалет, это, с одной стороны, бдительность, то есть такой элемент безопасности. С другой — унижение. Этот военнопленный украинец, с ним можно делать все, что угодно. После так называемой прописки ВК-10 у Владимира из-за избиений появилась большая гематома. Она начала гноиться. Мужчина обратился к врачу, но в медицинской помощи ему отказали. Неоказание или некачественное оказание медицинской помощи – это нарушение не только международного, но и российского законодательства. Любой заключенный имеет право на качественную медицинскую помощь, и ответственна за это администрация учреждения. Неоказание медицинской помощи приравнивается к пыткам, однако такое происходит почти в каждом учреждении. Получить не то что удовлетворительную, но хоть какую-то медицинскую помощь почти невозможно. По разным причинам. Иногда в учреждении вовсе нет врача. Иногда врач есть, но помогать отказывается. А еще часто в российских СИЗО и колониях просто нет медикаментов, кроме легкого обезболивающего и спазмолитиков. В учреждении, в котором работал я, со всем, что касается медицины, было все хорошо. Нас и стоматологи приезжали каждую неделю, людям пломбы ставили. И я лично заключенных возил в областную больницу. И с медикаментами проблем не было. Ну, колонии, в которых с медициной все плохо, есть. Так происходит из-за недостатка финансирования. Еще причиной может быть коррупция. Ну, на таблетках ты особо не наваришься. Кроме того, за этим очень пристально следят. А с врачами могут быть проблемы, потому что очень тяжело найти врачей, которые пойдут работать в колонию или СИЗО. У нас бывали моменты, когда не было просто даже дежурной медсестры, которая будет выдавать таблетки, уколы делать. А это не врач даже, это просто дежурная медсестра. Но украинцев, похоже, лишают медицинской помощи не только и не столько из-за нехватки врачей или лекарств. Я звернувся до лікаря. Лікар сказав, що дуже багато питань ти задаєш.
вжарив шокером. Ну, це лікування таке. Да. Вообще вот эти все истории про «мне нужен врач», «мне плохо», врач приходит и просто электрошокером бьет. Это какой-то абсурд. Брать электрошокер и бить больного человека? Но еще может быть такой элемент. Смысл какой лечить, если когда-нибудь украинцев обменяют, и там, в Украине, они полечатся? Зачем на них тратить деньги? Что-то как-то делать, если они должны быть больными и немощными, чтобы они не могли дать отпор? Через місяць на перевірці один зі спецназівців звернув увагу на те, що є певна проблема, є гематома, треба щось робити. Він сказав, що запиши, Вертухай сказав, що запиши його до лікаря. Собственно, так я і потрапив на їхню больничку, як вони кажуть. Нас ще одного хлопця з тією самою проблемою вивезли в мішках на голові, посадили в автозак, ми десь півгодинки їхали, нас привезли, я так розумію, що в тюремну лікарню їхню. Можно сказать, что Владимиру повезло. Его отправили в тюремную больницу, где он смог получить хоть какую-то медицинскую помощь. Впрочем, далекую от полноценного лечения. В тому корпусі медична допомога. Тобто у людини гніють ноги, вирізали там шкіру, воно продовжує гнити і стирають люди бінти старі. Стирають їх, сушать, приходить їх лікар, так званий, засовуєш ці бинти, трошки фурацеліну зверху, собственно, і все лікування. Дуже холодно, навіть влітку. Про зиму я взагалі мовчу, вікна продуваються, замерзають, постійний сквозняк. Обычно, когда у заключенных в России начинаются проблемы со здоровьем, о них пытаются заботиться родственники. Передают лекарства, добиваются того, чтобы к заключенному допустили врача с воли. По закону такое право есть и у заключенных украинцев, но на практике добиться этого почти невозможно. У большой части украинцев вообще нет никакой связи с внешним миром. Зачастую к ним даже не пускают адвокатов. Недопуск адвоката – это нарушение и международного, и российского законодательства. Право на защиту имеют все заключенные украинцы. И военнопленные, и гражданские, и те, кого держат без предъявления обвинений. Закон это право гарантирует. Российские силовики – нет. Они, по словам адвокатов, конечно, не говорят прямо «мы вас не пустим». Они говорят, человек, к которому вы приехали, сейчас с вами встречаться не хочет. Или выносят адвокату заявление, будто заключенный сам отказался от адвоката. Обстоятельства, при которых это заявление было написано, умалчивается. Я думаю, что недопуск адвоката в таких случаях – это элемент психологического давления. Людей оставляют даже без такой защиты. Поэтому часто о том, что в действительности происходит с украинцами в российских учреждениях ФСИН, становится известно только после обмена. В тюремной больнице Владимир пробыл 17 дней. После этого также в автозаке и с мешком на голове его вернули в мордовскую ИК-10. На этот раз его определили в туберкулезный корпус. Но у Владимира туберкулеза не было. По его словам, все, кто чем-то болел или имел какие-то еще проблемы со здоровьем, находились в этом корпусе. Там можно было заразиться любой инфекцией. Окна закрыты, посуда общая, много людей в замкнутом пространстве. По другим корпусам врачи, по словам Владимира, не ходили. Конечно, заключенный, у которого нет туберкулеза, в туберкулезном корпусе содержаться не должен. Если заключенного привозят из тюремной больницы, и он еще не до конца восстановился, то его, если берем колонию, по идее помещают в санчасть, в определенную комнату, которая выполняет роль стационара. И там они и должны находиться, но не в туберкулезном корпусе. Вся Отечество наше свободное. Громче говорю. Ты что не поешь? Громче говорю! Украинцы рассказывают, что каждый день в этой колонии, как и во многих других, начинается с гимна России. Под него и происходит подъем в 6 утра.
Иногда гимн включают 10 раз подряд, иногда больше. Все это время заключенный должен стоять и петь. Слова нужно обязательно знать наизусть, а петь громко. За этим внимательно следят сотрудники колонии. Тех, кто не поет, наказывают, бьют. После пения гимна нужно заправить кровати, а потом стоять. Стоять нужно целый день. Передвигаться по камере или общаться друг с другом нельзя. В туалет можно ходить только по команде сотрудника или с его разрешения. В дополнение к этому обувь и робу по размеру украинцам обычно не подбирают, поэтому у человека с 44-м размером ноги может оказаться обувь на несколько размеров меньше. В таком случае такую обувь сложно даже надеть, не то что простоять в ней целый день без перерыва. Заставлять человека стоять целый день без возможности передвигаться или присесть – это пытка. От этого у заключенных отекают и начинают сильно болеть ноги. Это может вызвать тяжелые заболевания. Это тоже инструмент давления. Это просто местное издевательство из разряда «ты не можешь сделать ничего, пока я тебе не разрешил». Вы, наверное, видели фильмы, еще когда осужденные в прогулочном дворике ходили только по кругу. Хочешь гулять – гуляй именно так. Вот тебе Коля, Толя и ты. И вот идите по кругу, гуляйте, друг за другом, руки за спину. Чтобы бирочка была определенная, под определенным углом, под определенным сантиметром, с левого края. Чтобы бирочка на кровати у всех была одинакового размера, на одинаковом месте. Чтобы все осужденные стояли в одном месте, все как на подбор. Или сидели в определенной позе. Каждый день проводятся проверки и обыски. Проверки – это когда заключенных выводят из камер и проводят своего рода перекличку, то есть проверяют, все ли осужденные на месте. Обыски – это когда сотрудники учреждения вместе со спецназом ФСИН обыскивают помещение, в котором живут заключенные, и переворачивают все вверх дном в поисках запрещенных предметов. Украинцы рассказывают, что в их случае обыски всегда сопровождаются избиениями и пытками. Во время обысков могут ломать доски, резать матрасы, подушки, выдавливать зубные пасты. Ну как, обычно прощупывают, но могут выдавить весь баллончик. Обыски, о которых рассказывают украинцы, это, конечно, тоже метод оказания давления, метод принижения. Может быть, это те методы, которые сверху из Москвы им скинули у козюльку. Надо с ними быть пожестче, уничтожать. Это же тенденция, так во многих учреждениях происходит. Значит, есть определенные указания, чтобы людей бить. Просто сотрудники, которые до этого заключенных особо не били, они такие, ну окей, мы их будем чуть-чуть бить. А те, кто и до этого это делал, они еще будут больше бить. И, конечно же, типа их надо бить, их надо ломать, их надо постоянно не кормить, чтобы у них не было сил. Потому что, представляете, если к ним нормально относиться, эти 100-200 человек, когда придут в себя, отлежаться чуть-чуть, выспятся, и они могут просто такой шорох навести. И это не оправдывает насилие. Это просто я вам объясняю страхи определенных людей сверху. Ну, вы же прекрасно понимаете, какие это люди. Перевірка приходять вертухаї разом зі спецназівцями, коли з собакою, коли без. І по черзі відкривають кожну камеру, вибігаєш, доповідаєш кількість людей, фамілію, хто дежурний, і чекаєш, коли тебе будуть воспитувати, як вони це кажуть. Воспитання – ну, це ти стоїш, грубо кажучи, рачки, руки назад, догори, обличчя в пол, очі заплющені, і вони тебе б'ють. Шокерами, кийками, ногами, руками, всім, чим заманеться. Натравлюють собак. Дуже зручна поза, тому що ти не можеш нічого зробити, нічого вдіяти. Можеш тільки стояти і терпіти. Кажу вам так, вони ненавидять нас за те, що ми не хочемо бути як вони. Був якось, мені дуже запам'яталося, перевіряли камеру, де був один хлопець з 36-ї бригади. Недавно приїхав до Мордора, і одна з перших перевірок, витягнула його на коридор, кажуть, як ти думаєш,
чому ми тебе воспитуємо? Ну, він каже, ви мене б'єте за те, що я українець. Все. Це мені дуже запам'яталося, і я згоден з цим. Тому що ми хочемо бути, як вони. Та й все. Иногда воспитывали профилактически, а иногда, как считали сотрудники учреждения, был повод. Никакого графика так называемых воспитательных работ нет, говорит Владимир. Приспособиться и выучить, когда ждать новой пытки, невозможно. Воспитывали и во время допроса, и во время проверок, но могли прийти и в любой другой момент, не связанный ни с какими процессуальными или тюремными мероприятиями. Катування там завжди. Ти спілкуєшся, да, там пошепки тебе побачили, все, тебе виводять на коридор, виховують. Пішов в туалет без розрішення, все, тебе виводять на коридор. Погано помив тарілку, тебе виводять на коридор. Тобто, ну, це стосується всього. Найгірше було, коли тебе викликають на допити. На допити там спеціально обучені люди, представник прокуратури чи слідчого комітету за столом задає тобі питання, і спеціально обучені люди тобі допомагають на них відповідати правильно. Дивлячись від ротації, хтось полюбляв спускати собак, якась така ротація була. Хтось полюбляв саме дерев'яні кійки, пластикові труби. Обязательная часть воспитательных работ – заучивание песен. Не только российского гимна, но и репертуара Олега Газманова, Шамана, Любе и других провластных исполнителей. Их нужно было знать наизусть, а петь часто. Утром, после подъема, вечером, перед отбоем и днем, если поступает соответствующее распоряжение. За отказ бьют. Мы, кстати, отправили запросы этим исполнителям, чтобы узнать, в курсе ли они, что украинцев заставляют учить их песни, но музыканты нам не ответили. Кормят в российских СИЗО и колониях традиционно плохо. В Мордовии на завтрак каша на воде или чай без сахара. На обед суп, вернее кипяток, а в нем кислая капуста. Или снова каша, или макароны с самой дешевой сосиской, или чем-то отдаленно похожим на фарш. Если повезет, в этом супе будет плавать куриная голова или лапа. Могут еще дать кисель или компот, сильно разбавленный водой. На ужин – картофель с кусочками рыбы, в который, по словам Владимира, попадались черви. Времени на то, чтобы поесть, дается очень мало. За 1,5-2 минуты нужно успеть поесть, помыть посуду и вернуть тарелки. Все это, конечно, тоже нарушение. Во-первых, согласно ПВР, заключенным в колониях на прием пищи должно даваться до 30-40 минут. Более того, съесть очень горячую еду меньше, чем за 2 минуты очень тяжело и, мягко говоря, не полезно для здоровья. Ну а во-вторых, в колонии была нормальная еда, не только капуста и червивая рыба. По крайней мере, колония эту еду закупала. Я посмотрела госзакупки ИК-10 Мордовии за год, когда в этой колонии находился Владимир. За это время колония закупила 5 тонн куриного мяса, 500 килограммов говядины и еще, например, 12 тысяч вафельных стаканчиков и 700 килограммов сухой смеси для мороженого, сливочного, клубничного и шоколадного вкусов. Ничего из этого, говорят украинские заключенные, они в мордовской колонии не то что не ели, но даже не видели. Некачественные продукты в колонии могут быть, например, из-за недостатка финансирования или из-за коррупции, отмывания денег. Еще, как вариант, простая халатность. У нас был случай, что колония закупила 10 тонн картошки, и то ли не уследили за складами, то ли сгрузили как-то неправильно. В общем, половина этой картошки просто сгнила. И это была катастрофа, потому что это все должно было быть на зиму. Потом начальнику тыловой службы, зампотылу, по шапке давали знатно. Ну потому что ничего себе, 5 или 4 тонны картошки просто взяли и загубили. Но чтобы специально клали еду с камнями или с червями, я о таком не слышал. Коррупция еще может так выглядеть.
Каждый осужденный должен получать, допустим, 100 граммов мяса в день, а осужденным кладут 20-30 граммов, а остатки забирают себе или перепродают, или еще что-то делают. Мордовские учреждения ФСИН всегда отличались суровыми условиями содержания, и пытки в них были и раньше. И правозащитники, и бывший сотрудник ФСИН уверены, все учреждения, в которых сегодня содержатся украинцы, контролируются ФСБ. Очевидно, во многих учреждениях сотрудники и спецназ усердно исполняют распоряжения ФСБ, а еще предельно ясно, ничто в учреждении не происходит без ведома начальника. О том, что украинцев пытают в СИЗО и колониях, начальники этих учреждений точно знают. Но то ли соглашаются с таким порядком вещей, то ли игнорируют происходящее, стремясь досидеть до пенсии или просто переждать. В основном, мне кажется, всем происходящим рулят ФСБшники, спецназ ФСИН, спецназ ФСБ. И да, начальник руководит своим учреждением, но именно в отношении украинцев, по большей части, он ни на что повлиять не может. В начале войны в колонии, где я работал, все были на такой панике, и там люди просто сидели и держались за свои кресла как могли. Они хотели дожить до пенсии. Это был момент, когда все прекрасно понимали, что с тобой могут сделать все, что угодно. Сейчас легитимно вообще все. Тебя могут признать врагом народа, предателем, шпионом. И вся жестокость — это просто из-за страхов. Люди боятся. И приезжают, либо звонят начальнику управления и говорят: «Слушай, распусти-ка свою колонию и давай там это». И он, конечно, все сделает. Там даже начальник этой колонии будет как номинальная фигура. И он ничего, конечно, не будет говорить, потому что, а зачем? Его осужденных вывезли. Вот это, возможно, суть. Его осужденных вывезли. И он, конечно, будет с себя всячески снимать ответственность. И к нему даже никакой ответственности не будет, потому что это реально не осужденные, это пленные. И начальник уже как бы не начальник колонии, он фактически просто начальник здания. Это я как сейчас объясняю, и, возможно, скорее всего, я пытаюсь оправдать действия начальника колонии, но по-другому я не могу это описать. Да, можно и уволиться, и не быть начальником учреждения, в которое привезли украинцев. А можно и не увольняться. Можно просто сидеть дома и получать зарплату. Почему бы и нет? Да, возможно, есть начальники, которые такие: «О, давайте, приезжайте, лупите их». Вопросов нет. Я сейчас сам подбегу, тоже им постучу. И я не хочу их оправдывать или отмазывать. А может, в 30% учреждений, в которые привезли военнопленных, начальники просто сидят в ужасе и хотят забыть нахрен, что происходит. Во всех учреждениях, о которых мы рассказываем, после начала Большой войны сменились начальники. Где-то через год, где-то через 2. В мордовской колонии начальник тоже сменился. Правда, совсем недавно. И его история вовсе не о пенсии или переждать. Его история, очевидно, о карьере. 47-летний Сергей Иванович Забайкин был начальником этой колонии больше 10 лет, с 2011 по 2024 год. Родился в Саранске, сейчас живет в поселке Сосновка, Зубово-Полянский район, Мордовия. Мой источник, знакомый с иерархией в этой колонии, утверждает, что Забайкин в свою бытность начальником больше внимания уделял тому, что производит и продает колония. То есть занимался, по большому счету, бизнесом. А вопросами, связанными непосредственно с работой с заключенными, занимался его заместитель. Сейчас Забайкин пошел на повышение. Он занимает должность замначальника УФСИН Мордовии. После ухода Забайкина с должности начальника колонии его место занял тот самый заместитель Александр Владимирович Гнутов. Ему 45 лет. Родился в поселке Ударный, в том самом, где находится колония номер 10. Как минимум с 2013 года он работал в учреждении заместителем начальника. Заведовал в том числе всем, что касается заключенных и воспитательной работы с ними. В 2024 году стал начальником колонии. А что это вообще за должность такая? Заместитель начальника учреждения ФСИН. И почему он согласился перейти на должность начальника в учреждении, где пытают заключенных? Сам Гнутов не ответил нам на наши вопросы. Ни в одном из учреждений, о которых мы рассказываем, от должности начальника его заместитель не отказался.
Значит ли это, что эти люди согласны с происходящим? Заместитель начальника – это такой главный менеджер в учреждении. Фактически, нахождение человека в должности заместителя начальника означает, что он по-любому не безгрешен. Если ты встал на путь оперативника или режимника, вообще на любой путь сотрудника, ты уже не безгрешен. Ты где-то замазан. Чем ты поднимаешься выше, тем больше ты замазываешься. Возможно, в коррупции, возможно, в каких-то превышениях полномочий, еще где-то. Некоторым карьера важна, некоторые хотят просто на начальника колонии уйти и потом уйти на пенсию. Некоторые, возможно, в этом не видят ничего такого. Типа, когда-нибудь закончится эта война, когда-нибудь эти пленные уедут и все. И буду я работать дальше. Я не знаю, что у них в головах. Люди, которые идут на высокие должности, особенно замначальники, это люди, которые мыслят на 3-4 хода вперед. Понятное дело, что ты отказываешься от каких-то принципов, от нормальных, даже общечеловеческих принципов в угоду каким-то обстоятельствам. Очень много всяких разных комбинирующихся ситуаций может возникать. Потому что все равно же война пройдет, пленные уедут, а ему еще дальше работать. Знаете, сколько таких случаев, в которых сотрудники не находили себя после ухода на пенсию после увольнения? Начальник колонии может получать под 100 тысяч рублей. А кто будет от под 100 тысяч отказываться? Ты будешь за это кресло держаться как можешь, до последнего. Потому что, как сотрудники говорят, выйдешь на волю и не найдешь такую работу за 100 тысяч, даже близко. Но вообще большинство, мне кажется, сотрудников находится в таком перманентном состоянии. Они просто ждут, когда весь этот звездец закончится. По данным источников схем, в 2023 году в ИК-10 Мордовии умерли 2 военнопленных. В 2024 году еще 2, главным образом из-за пневмонии и истощения. Со всеми украинскими пленными в Российской Федерации, как этого требуют нормы международного гуманитарного права, обращаются в соответствии с этими требованиями. В каждом российском учреждении ФСИН свои правила и свои методы воспитания. Кроме того, правила, по которым заключенный будет жить, зависят не только от учреждения, но и от смены, которая заступает на дежурство, а еще от спецназа и от того, из какого региона он приехал. И, конечно, здесь не обходится без участия ФСБ. В СИЗО-2 города Камышин, это в Волгоградской области, также были свои правила. Военнопленных и гражданских начали привозить туда весной 2022 года. В этом СИЗО, например, держали следователи из Мариуполя Марьяну Чучелю. Ее обменяли в мае 2024. Она провела в российском плену более 2 лет. За это время девушку успели этапировать в 7 российских учреждений ФСИН. Я поговорила с 2 украинскими военнопленными, которые были в СИЗО Камышин. Александр Галущенко жил в Мариуполе, занимался бодибилдингом, имел свой бизнес, магазин детской одежды и строительство детских площадок. До войны к военной службе никакого отношения не имел. С началом войны пошел добровольцем в тероборону. Александр Гудилин, тоже из Мариуполя, до войны работал журналистом в местном издании. Как он говорит, еще 23 февраля писал материалы в своей редакции, а 24-го пришел в тероборону. Это ножки сидели. Скорее всего, пленные 23-го. Они попали в плен одновременно с Владимиром 12 апреля 2022 года во время захвата российскими военными комбината имени Ильича. Их, как и Владимира, сначала привезли в Сартану, где они провели несколько дней. После этого в Еленовку, потом в Каменск-Шахтинский, затем на самолете в Камышин в Волгоградской области, потом в Таганрог. Затем обратно в Еленовку, оттуда в Горловку, где они пробыли дольше всего, почти 2 года. После этого в Кировское. Итого 7 учреждений, почти 2 года плена в российских тюрьмах. Оба военных говорят, что из всех учреждений, в которых они были, СИЗО Камышина оказался самым страшным. Александр Галущенко рассказывает, что когда его привезли в это СИЗО, он сидел в автозаке и ждал своей очереди выходить. В это время он слышал страшные крики других украинцев и не понимал, почему они так сильно кричат. Один из сотрудников ФСИН, вспоминает он, спросил у своего коллеги, что там с ними делают. Тот ответил, холодной водой из шланга обливают, и засмеялся.
Александр тогда подумал, ну, холодная вода – это не страшно, я закалялся. Уже скоро Александр узнал, почему люди кричали на самом деле. Приемка длилась всю ночь. Вот. Тебя выкидывают с автозака. Вот в этот момент срезается с глаз скотч, с рук наручники срезаются. Все, тебя закидывают на такой, как резиновый ковер, где начинают бить. Куда попало, чем попало. В этот момент надо раздеться, а ты встать не можешь, потому что постоянно бьют, и электрошокер, он такие судорожные спазмы тела, ну, то есть ты не контролируешь свои движения. В это время рядом ребята тоже проходят все эти процедуры, приемки. Закидывают на коврик, на живот, поднимают ноги, и спецназ ПРами, резиновыми палками бьют по пяткам, и таким образом отбивают почки. Приемка вообще так происходит, у каждого есть своя определенная задача. Кто-то бьет ногами, кто-то кулаками, кто-то палкой, кто-то шокером. Вот, допустим, один отбивает ноги, другой бьет по спине, там, третий бьет по ягодицам, четвертый там работает только шокером. Вот. Ну и все это происходит параллельно в совокупности. Там. Вот ребята во время приемки, скажем так, не выдерживали и там, и ходили под себя. То есть это все сопровождается криками такими дикими. На приемке, я помню, подошел спецназовец и спрашивает, ну что, говорит, знаете, где вы? Я говорю, нет. Он говорит, вы в раю. После этого, рассказывают военнопленные, их завели в маленькую комнату в здании СИЗО и допросили. На допросе снова били, потом отправили в камеры. Камеры были рассчитаны на 6 человек, но в каждой было по 12. После так называемой прописки украинцы обратились к сотрудникам СИЗО за медицинской помощью, но им отказали и избили еще сильнее. Просто у всех же разное здоровье, и когда тебя бьют часто шокером, то начинает болеть сердце. Вот, и некоторые рискнули обратиться к сотрудникам колонии за таблеткой, за каким-то там лечением, чтобы оказали медицинскую помощь. Вся медицинская помощь была такая, выводили на продол, ставили на растяжку и забивали палками. Такая помощь медицинская. Ну, после чего, естественно, у всех остальных отпадало желание обратиться за медицинской помощью. Военнопленные рассказывают, что в Камышине они каждый день слышали крики людей, которых пытали на допросах или пытали просто так, в рамках так называемых воспитательных работ. Были в Камышинском СИЗО и свои особенности. Например, если в мордовской колонии украинцев заставляли весь день стоять, то в СИЗО Камышина можно было только сидеть целый день. При этом сидеть нужно было на нарах на 2-м ярусе, свесив ноги вниз. И это очередной креатив сотрудников учреждения. Такого правила поведения в камере не прописано ни в одном законе. Я думаю, можно сидеть, это же лучше, но на самом деле, когда ты сидишь и ноги висят внизу, не касаясь пола, это намного хуже. Ноги опухают до невероятных размеров, люди теряют сознание целый день. С перерывом только на прием пищи и на зарядку, которая была 3 раза в день, на которой могли нас заставить приседать по 700 раз подряд. Мы находились там в 2 комплектах вещей. Специально жарко, лето, маленькая камера, душная в зэковской форме и в термухе, и в 2 штанах, соответственно. И в таком виде делать зарядку, на которой ты потеешь, погибаешь, тоже, наверное, такая своеобразная пытка. Зарядка – это мероприятие, прописанное в распорядке Дня заключенных в учреждениях ФСИН. Длится она, согласно ПВР, до 15 минут.
Присесть 700 раз за 15 минут могут разве что профессиональные спортсмены, то есть для людей, которые несколько месяцев находятся в заключении, не получают нормального питания и медицинской помощи, это, скорее всего, невозможно. А значит, зарядка для украинских заключенных в российских учреждениях ФСИН длится намного дольше отведенного времени и из обычного пункта в распорядке дня тоже превращается в пытку. Наши собеседники рассказывают, что их заставляли чрезмерно долго делать упражнения. Зачастую сопровождалось это избиениями. Все это тоже давление и изматывание. Просто сотрудники боятся украинцев. Все прекрасно понимают, что русские напали на Украину, и украинцы не простят русских. Они прекрасно это понимают, потому что правда на их стороне. Если бы они не боялись украинцев, не было бы такой фигни. Ну то есть дежурили бы там ребята и все остальное. А все так, потому что они боятся. Боятся, что они дадут им отпор. Боятся, что они скооперируются, начнут сжечь все эти отряды и все остальное. Судьба азовцев — это же вообще... Сколько их там в плен попало? Сколько их отдали? А сколько еще сидят? И это мы еще ничего не знаем про те случаи, где их пытали и перепытали. Как вы, возможно, уже заметили, многие пытки, которым подвергаются украинцы в российских тюрьмах, связаны с бытовыми особенностями и правилами колоний и СИЗО. Условия в учреждениях ФСИН и без того тяжелые, но сотрудники делают все, чтобы сделать их еще хуже. Это своего рода самодеятельность сотрудников ФСИН. Если зарядка, то присесть нужно 700 раз. Если проверка, то с необоснованными избиениями и пением гимна. Если можно находиться только в камере, то сотрудники придумывают дополнительные требования, чтобы это стало окончательно невыносимо. Весь день только сидеть или только стоять и так далее. Про медицинскую помощь даже говорить не приходится. Так, помимо ежедневных проверок, зарядок и других действий, которые квалифицируются законом как пытки, в Камышинском СИЗО у силовиков был еще один метод воспитательных работ. По правилам внутреннего распорядка учреждений, раз в неделю у заключенных должна быть возможность помыться. Согласно ПВР, в СИЗО, цитата, «не реже 1 раза в неделю для подозреваемых и обвиняемых организуется помывка в душе продолжительностью не менее 15 минут». В этот день заключенным дается время, чтобы помыться и постирать вещи. Но с нашими собеседниками все происходило вовсе не так, как прописано в законе. У них была, как они это называют, кровавая баня. Каждый поход в душ сопровождался избиениями. Причем сотрудники не только сами били украинцев, но и заставляли их бить друг друга. Вот эти кровавые бани, у нас это был вторник. По вторникам нас водили в баню. Там у некоторых понедельник был банный день, у некоторых вторник, там среда. 8 человек выводят в баню, пока 4 человека купаются, 4 человека становятся, там такой коридорчик маленький был, ты на колени становишься на растяжку, вот, и тебя бьют палками, шокерами. Просто не за что, просто, купание происходит максимально быстро, ты забегаешь под эту лейку с водой, начинаешь мылиться, в этот момент могут подойти, ударить тебя шокером по гениталиям, могут просто ударить там дубинкой по ногам, что ты упадешь. Пока ты покупался, выбегаешь мокрый, становишься в этот коридорчик на колени, другая 4 забегает купаться, и пока они купаются, ту 4 первую, которую покупались, тех бьют. Там спецназ был, чеченцы, им доставляло удовольствие, веселье, когда мы голые стоим и друг другу бьем по лицу. То есть надо, я тебе ударил, ты мне ударил, я тебе ударил, ты мне ударил. Вот. И у нас так было, что парню набили, то у него сотрясение было. То есть мы потом, когда нас в камеру закинули, он начал есть, у него тошнит, он начал рвать. Вот. И стало ему плохо. Его отвели в санчасть, сделали какой-то укол, привели в камеру. То потом пришли спецназовцы, вывели его на продол, и за то, что он обратился в медпункт, почему он об этом пожалел. Это тоже психологическое давление. Вряд ли же можно списать это на экономию воды.
Но, скорее всего, по 2 минуты – это потому, что в баню выводят небольшими группами. И нужно, чтобы все быстро помылись, и их нужно вернуть обратно, чтобы они не пересеклись с заключенными из других камер. Возможно, еще так мало времени, чтобы не успевали друг с другом разговаривать. Ну и тумаков им по дороге в баню могут раздавать, чтобы они голову вниз держали, руки за спиной, если кто не держит. Но про такие избиения и про то, что заставляют заключенных бить друг друга, для меня это дико. У меня нет ответов. Как, для чего они делают. Такие определенного рода издевательства. Просто люди пытаются как-то выпустить пар, но они не понимают. Они думают, что это из-за пленных. Мало людей думает, что это вообще все из-за войны. Если бы не было войны, они бы так дальше и работали, все бы было у них нормально. Еще один метод воспитания – допросы. Как рассказывают адвокаты и сами украинцы, на допросы в российских учреждениях ФСИН украинцы вводят, чтобы выбить у них информацию, которая может помочь возбудить против них уголовное дело. Но иногда такой цели нет, и пытают их просто так. В обоих случаях страшно избивают. По закону применение физической силы во время допросов запрещено. Ну, во-первых, избиение во время допроса, чтобы допрос хорошо шел, чтобы все рассказали. Ну, по-другому никак. То есть по-другому можно, но для этого нужны мозги. Для того, чтобы были мозги, нужно, чтобы человек хотя бы что-то понимал. Конечно же, проще размахивать дубинкой и выбивать показания, чем человека подвести, развести на диалог. Зачем, если можно просто взять дубинкой череп раскроить? В Камышине ежедневно ты слышишь, как на допросах пытают людей, слышишь эти вопли, которые просто постоянно с утра до ночи ты под них просыпаешься, под них кушаешь, под них сидишь в камере и ждешь, что ты будешь следующим, там же и будешь также стонать. Ну, то есть это все психологически очень давит. Там ведут по коридору, заводят в комнату, одевают мешок черный на голову, и спецназовец говорит: ну, готов, сейчас будешь лететь вниз. Кидают тебя на пол, на живот, сверху ставят стул, вот, подключают тапик к рукам, одевают провода, с ног сбивают ботинки, вот, и начинают пытать тапиком и задавать вопросы. Где был, что делал, кого убивал, гражданских. Вот, а потом после этого, помню, меня посадил так тоже на стул. Говорит: сейчас мы будем записывать с тобой видео. Получается, дают тебе как уже наработанный текст. Там типа говорит: сейчас ты должен обратиться, сказать, мол, что президент ваш побыстрее заканчивал войну. Ну и в конце можешь передать привет семье, типа, что ты жив-здоров. После допросов украинцев заставляли подписывать протоколы, но что в них украинцы не знали. Все содержимое документа закрывалось, увидеть можно было только ту часть, где нужно поставить подпись. Задавать любые вопросы о том, что и зачем они подписывают, опасно. За это могут избить снова. Кормили в Волгоградском СИЗО, как и в Мордовии, капустой с горячей водой. Других овощей не было. Не было мяса или фруктов. Правда, в первый день в Камышине после приемки украинцам дали по тарелке каши со сгущенным молоком. Больше этого не повторялось. Обычный рацион в СИЗО состоял из 2 столовых ложек пшеничной каши или ячки на завтрак, тарелка кипятка с капустой и, если повезет, с картофелем на обед. Иногда давали мелкую вареную рыбу. На ужин – капуста, замоченная в уксусе. Еда, как и в Мордовии, была очень горячая, и есть ее заставляли очень быстро. Александр рассказывает, чтобы испытывать хоть какое-то чувство насыщения, они с сослуживцами прятали хлеб за пояс штанов. Когда обед заканчивался, они по очереди шли в закуток, где находился туалет, и уже там медленно доедали хлеб. Но даже с таким скудным рационом сотрудники СИЗО придумывали, как сделать прием пищи еще более тяжелым мероприятием. Волонтеры иногда кладут в тарелки еду не поровну. Одним заключенным больше, другим
меньше. Это, по словам военнопленных, делалось для того, чтобы заставить их ругаться друг с другом. Чувство голода в заключении они испытывали постоянно, поэтому каждый хотел себе порцию побольше. Давайте снова откроем закон и посмотрим, как на самом деле должны были кормить заключенных, например, в СИЗО. В СИЗО каждому заключенному в сутки положено минимум 120 граммов капусты, 30 граммов свеклы, 40 граммов лука, 30 граммов огурцов, помидоров, итого 250 граммов овощей. Ну, тут норму в учреждениях выполняли только по капусте. И то, кстати, не факт. Никто из собеседников ее не взвешивал. Еще положено в сутки мужчинам 550 граммов хлеба, женщинам 350. 100 граммов мяса, 90 граммов любой крупы, 100 граммов рыбы, 100 миллилитров молока, 500 граммов картофеля мужчинам, 450 женщинам и много чего еще. Мы тут все, конечно, не перечислим, но обратим особое внимание на этот пункт документа. Правильный режим питания предусматривает приготовление разнообразной пищи, что достигается умелым подбором блюд. Я решила проверить, какие продукты питания закупал Волгоградский СИЗО, но оказалось, что изолятор не покупает продукты напрямую. Продукты закупает региональное управление ФСИН или база материально-технического снабжения, а затем распределяет их по учреждениям области. Иногда еда может поступать в качестве пожертвований. Отследить пожертвования невозможно, но госзакупки ФСИН и базы снабжения доступны. Я посмотрела их на тот период, когда в Камышинском СИЗО находились наши собеседники, и немного раньше, чтобы учесть время на доставку. Вот что получилось. По закупкам у ФСИН сотни тысяч килограммов замороженной рыбы и овощей, более 300 тысяч литров молока. По закупкам базы снабжения несколько тонн охлажденной свинины, 60 тонн круп, почти 80 тонн картофеля. Да, учреждений в регионе много, но маловероятно, что именно Камышинский СИЗО обошли стороной при поставках. Более вероятно, что продукты в СИЗО поступали. Только до украинских заключенных они не доходили. Как и в Мордовии, в этом СИЗО надо было учить песни. Ну, если в камеру, это просто закидывается текст и в окошко подачи пищи, и говорится, надо выучить там до завтра, либо до ужина, иначе, иначе будет вам не очень. Ну и все, и люди сидят и учат. На проверке камер могут заставить петь, могут заставить просто в виде стиха рассказывать. Кто не знает, того бьют сильнее. О том, что все это незаконно, я уже говорила. И на это даже можно пожаловаться в надзорный орган, прокуратуру. Некоторые украинцы даже жаловались. О том, как выглядел один такой разговор, мне рассказал один из адвокатов, который защищает украинцев в России. Мой подзащитный спрашивает у прокурора: «Послушайте, нас вот заставляют петь всякие российские песни, гимн России. Это же незаконно?» «Незаконно», — отвечает прокурор. «Значит, мы можем не петь?» — делает вывод украинец. «Можете, но вас будут бить», — отвечает прокурор. Человек, который должен реагировать на любые нарушения со стороны ФСИН. Когда Александр Галущенко и Александр Гудилин были в Камышинском СИЗО, им руководил 53-летний подполковник внутренней службы Евгений Анатольевич Кумаров. Он был начальником СИЗО-2 Камышина с февраля 2012 по октябрь 2024 года, 12 лет. И именно при нем в СИЗО начали привозить украинских военнопленных и гражданских, бить, пытать, отказывать в медицинской помощи.
Едва ли начальник колонии был не в курсе того, что происходит в подведомственном ему учреждении. Как он лично относился к происходящему и пытался ли как-либо противостоять этому, неизвестно. На наши вопросы он не ответил. Кумаров родился в селе Колышкино в Волгоградской области, живет в Камышине. Чем он занимается сейчас, после ухода с должности начальника, нам неизвестно. Не мог не знать о пытках и его заместитель Александр Владимирович Козлов. Именно он занял должность начальника СИЗО после ухода Кумарова. Ему 37 лет, родился в Камышине, женат, есть 2 детей. До того, как стать начальником СИЗО, работал в том же учреждении старшим оперуполномоченным оперативной группы. Потом стал заместителем начальника СИЗО. Это значит, что последние несколько лет именно он, говоря простым языком, был главным менеджером в этом СИЗО, руководил отделами безопасности и оперативной работой и напрямую занимался решением всех или почти всех вопросов в учреждении. По фотографиям в соцсетях все они — и начальники Мордовской ИК-10, и начальники Камышинского СИЗО, и начальник СИЗО Таганрога, о котором речь пойдет дальше, выглядят как обычные люди. У них есть семьи, дети, родители, сестры, братья. Они ездят в отпуск, отмечают Новый год. Каждое утро они просыпаются, может быть, даже готовят завтрак и отводят детей в детский сад, а потом выходят из дома и идут на работу, где, может, они сами, а может, их подчиненные или сотрудники ФСБ или спецназа пытают людей. Как заботиться о них в наших, в том числе, лечебных учреждениях. И к ним человеческий и благородный подход на нашей стороне. Дамиан окончил военный лицей, потом учился в военном университете. Когда началось полномасштабное вторжение, ему было 20 лет. Он жил в Бердянске. Город был оккупирован российскими войсками за 3 дня. Выехать молодой человек не успел. Он понимал, что фильтрацию, скорее всего, не пройдет, поэтому уехать не пытался. В мае 2022 года Дамиана арестовали. Его держали в отделе местной полиции месяц и часто избивали. Силовики требовали, чтобы он взял российский паспорт и согласился сотрудничать с ФСБ. Дамиан отказывался. Тогда его заставили записать видео. Оно вышло в сюжете на канале Крым-24. Пропагандисты утверждали, что в Бердянске задержали очередного националиста. Осознал полностью свою ошибку, вину и хочу ее загладить. В июне того же года, ничего не добившись, Дамиана отпустили с обязательством ходить отмечаться в полицию. Через полгода, в ноябре 2022 его забрали снова. Задержали на улице, посадили в черную машину и увезли. На следующее утро его матери позвонили с его номера. Представились ФСБшниками и сказали, что мой сын у них. А потом я, когда сказала, пока я не увижу своего сына, я с вами разговаривать не буду вообще. Он сказал, хорошо, его приведут. Он меня набрал, показал мне буквально на минутку его, и все. Его, видно, увели. И потом этот ФСБшник мне сказал, что если я не запишу видео о том, что я сотрудничала с ВСУ, то своего сына я живым видела последний раз. Татьяна испугалась за сына и видео записала. Со мной сконтактировали украинские военные, передавали информацию. Дамиана не отпустили. Молодого человека вместе с его другом обвинили в терроризме, в том числе в убийстве замначальника ГИБДД Бердянска. Через 2 года к этому прибавятся еще обвинения – шпионаж и международный терроризм. Вскоре Дамиана перевезли из Бердянска в Мариуполь. Татьяна предполагает, что там его держали в пыточной, которую российские силовики устроили в здании бывшего СБУ. Летом 2023 года, по словам Татьяны, следственные действия закончились. Дело передали в Южный окружной Ростовский суд. Дамиана тем временем сначала увезли в СИЗО-2 Симферополя, а через несколько месяцев в СИЗО-1 Ростова. Первое заседание суда прошло 12 октября 2023 года. Показаний, нужных следствию и суду, Дамиан не давал. И в апреле 2024 года его увезли в СИЗО-2 Таганрога. С тех пор
Он перестал получать передачи, к нему больше не пускали адвоката. Татьяна могла видеть его только на фото с заседаний суда, где Дамиан выступал по видеосвязи. Таганрогский изолятор – один из старейших в России. Есть легенда, что Петр I, когда приезжал на войну с турками, посещал именно этот острог. На самом деле за легенду борются между собой Таганрогский СИЗО и Ростовский СИЗО номер 1. И в одном, и в другом гостям показывают стену, у которой якобы стоял Петр I. В современной России до того, как в учреждение ФСИН начали привозить украинцев, в СИЗО Таганрога содержались несовершеннолетние и матери с детьми. Источник, знакомый с работой УНК в регионе, рассказал мне, что к СИЗО Таганрога у правозащитников всегда было, мягко говоря, много вопросов. Таганрогский СИЗО в свое время отличался от других. Можно сказать, там была страна непуганных идиотов. Оттуда постоянно поступали жалобы. В частности, один обвиняемый писал такие жалобы, что можно было усомниться в его вменяемости, будто ему пытались что-то вколоть шприцем, отравить. Поэтому изначально отношение к нему было очень скептическое, мол, вряд ли такое возможно. А потом появился еще один с похожими жалобами. Стало понятно, что они между собой не связаны, но рассказывают о похожих жестокостях. Это было еще в середине 2000-х. Даже в благословенные времена СИЗО этот уже отличался, к нему было больше всего нареканий. После начала Большой войны СИЗО Таганрога стал одним из самых страшных, пыточных учреждений. Почти сразу после начала вторжения в Украину туда начали привозить гражданских украинцев и военнопленных, в том числе бойцов Азова и Айдара. Там же держали украинскую журналистку Викторию Рощину. Там же ее страшно пытали. В сентябре 2024 года украинская журналистка Виктория Рощина погибла в СИЗО-3 города Кизела, Пермский край. В феврале 2025 года ее тело вернули в Украину. На теле журналистки были следы многочисленных пыток. У нее отсутствовала часть внутренних органов. СМИ, ссылаясь на источник в украинской разведке, утверждают, что в этом СИЗО с начала Большой войны погибло по меньшей мере 15 украинцев. В этот изолятор долгое время отправляли на перевоспитание. Этим СИЗО угрожали тем, кто не хотел давать нужные российским силовикам показания или возмущался из-за нарушения своих прав. О том, что в СИЗО Таганрога происходит с украинцами, правозащитники и адвокаты начали узнавать после того, как украинцев оттуда начали вывозить в другие изоляторы. Вот что рассказывал о нем адвокат, который защищает украинцев в России. Сотрудники других учреждений ФСИН украинцам говорили, что типа жаловаться вздумали, сейчас в Таганрог поедете. Что там сейчас происходит, я не знаю, но когда их переводили из Таганрогского СИЗО в какое-то другое, их видели другие украинцы и рассказывали, что они в жутком совершенно состоянии. Такое ощущение, что их там, в СИЗО Таганрога, просто нагайками лупили. То есть у них спины избитые, точки по всему телу от электрошокера. Запугать украинцев таганрогским СИЗО у силовиков получилось. Попасть в Таганрог боялись. Вот что писал родным один из заключенных перед этапом из одного из учреждений ФСИН России. Он не знал, куда его повезут, но очень боялся, что в Таганрог. Меня на утро этапируют, куда точно не знаю, но сказали по области. Очень надеюсь, что в Новочеркасск. Но если вдруг, не приведи Господь, в Таганрог, очень прошу бить тревогу и предпринять безотлагательные меры для моего перевода оттуда. Это не СИЗО, это ад со всеми его демонами. Даже определение концлагерь будет слишком мягким для СИЗО-2 города Таганрога. А вот что писал родственникам один из украинцев, который находился в СИЗО Таганрога. Проверки проходят 2 раза в день. В это время спецназ применяет к нам силу, избивая руками и ногами. Во время проверок приходили с собаками и применяли к нам шокеры. Были полностью ограничены в получении передач, посылок, писем и общении с адвокатом. Во время заседания судебного заставляли признавать вину, и ничего нельзя говорить без команды сотрудника. Татьяна уверена, что ее сына Дамиана увезли в Таганрог на перевоспитание. Ну, во-первых, его вывезли, потому что они заставляют, они же, они отказываются, да, в том, что они виновны. То есть это первое, это усиление давления на них.
и физическое, и психическое. Второе, что удалось узнать адвокату, его, ну, по крайней мере, моего сына, очень долго держали в одиночной камере. После того, как его туда привезли, его почти 4 месяца держали в одиночной камере. Даже спустя месяц, который он там пробыл, или 2, да, грубо говоря, то есть уже была разница между фото, каким он выглядел в СИЗО-1, и фото, где он выглядел в СИЗО-2. И вот эти фото, которые я вижу сейчас, да, ну вот они с каждым разом, ну у него остались только, наверное, одни глаза. Он настолько похудел, что я не знаю. Голос своего сына я не слышала ровно 2 года. Вижу я его только на фотографиях периодически, да, когда там на судах присутствуют журналисты, и они потом печатают. Александр Галущенко и Александр Гудилин, которые пробыли в СИЗО Таганрога около 2 недель, рассказывают, что в Таганроге кормили чуть лучше, чем в Камышине. Утром давали кусок хлеба и кашу. В обед – вода с капустой и картофелем. Иногда были мясо и жареная селедка. На ужин – каша. Дамиану, очевидно, повезло меньше. Он пробыл в СИЗО Таганрога больше полугода, и за это время он, по словам матери, потерял 30 килограммов веса. Этого СИЗО боятся до сих пор. При этом ситуация там постоянно меняется. По словам правозащитников, то к украинцам пускают адвокатов, то отказывают. То пропускают передачи, то нет. То родственники получают письма от заключенных там, то снова нет. Вообще в России всегда были колонии или СИЗО, а иногда целые регионы, которые считались пыточными, о которых было известно, что попасть туда страшно. Это, например, учреждения Омской и Владимирской областей. Репутация пыточной была, например, у Карельской К7. Туда обычно попадали российские политзаключенные, которых таким образом наказывали за несогласие. Я спросила у бывшего сотрудника ФСИН, зачем для учреждения намеренно может создаваться репутация гиблого места. Ответ был коротким. Ну, все очевидно, чтобы люди боялись туда попасть, чтобы можно было этим местом людей напугать и добиться от них той информации или тех показаний, которые нужны. Такие места всегда были. Были Владимирская область, Мордовия. Руководит СИЗО-2 Таганрога подполковник внутренней службы Александр Александрович Штода. Ему 44 года. Он родился в маленьком селе Екатериновка Ростовской области. В СИЗО Таганрога он работает как минимум с 2019 года. Был начальником отдела режима надзора, позднее стал замом начальника СИЗО. В октябре 2022 он стал исполняющим обязанности начальника изолятора. Уже через 2 месяца его утвердили на этой должности. Генпрокуратура Украины заявляет, что именно он отдал приказ пытать украинцев, в том числі журналістку Вікторію Рощину. 30 грудня 2023 року Вікторія Рощина була доставлена до міста Таганрог Ростовської області до слідчого ізолятора номер 2. Протягом всього цього періоду начальником слідчого ізолятора був Штода Олександр Олександрович, який є громадянином Росії. У зв'язку з відмовою Вікторії Рощиної співпрацювати з адміністрацією установи, Штода Олександр Олександрович фактично організував жорстоке поводження щодо неї. В конце января 2024 года Владимира и еще нескольких украинцев со словами «Вам повезло» вывезли из ИК-10 Мордовии. Фразу «Вам повезло» сотрудники ФСИН, как вспоминает Владимир, говорили им каждый раз, когда везли их из одного учреждения в другое. Но в этот раз их везли на обмен. 31 января 2024 года Владимир оказался дома, в Украине. Александра Галущенко и Александра Гудилина тоже обменяли на год позже, 30 декабря 2024 года.
Дамиан и сегодня находится в заключении. В декабре 2024 года его вывезли из Таганрога сначала в оккупированный Донецк, потом в оккупированный Мариуполь. Там он, наконец, смог получить передачи и письма от матери. В июне 25-го его через СИЗО Донецка привезли обратно в изолятор номер 1 Ростова, а спустя месяц снова в СИЗО Таганрога. Сейчас идет суд. Заседание закрытое, материалы засекречены. Путин начал страшную войну. Российские военные убивают украинских военных и мирных жителей. Сотрудники ФСИН, в том числе начальники учреждений, наблюдают за пытками или участвуют в них. ФСБ, родной дом Путина, играет в происходящем одну из главных ролей. Нет сомнений в том, что сотрудники этой службы контролируют или курируют учреждения ФСИН, в которые привозят военнопленных и гражданских украинцев. На каком уровне это происходит? Принимали ли ключевые решения руководители ФСБ регионов? Или всем занимается исключительно Москва? Пока мы не знаем имен и званий людей, которые принимали и принимают ключевые решения. Зато знаем имена тех, кто эти решения исполняет, или, по крайней мере, не противится им. Несмотря на это, или скорее всего вопреки тому, что творят киевские власти, российская сторона продолжит гуманно и уважительно относиться к українським воєннопленним. Важливо розуміти, що хлопці, які там досі, вони постійно на полі бою. Їх намагаються зламати, їх ті, хто на цьому дуже класно розуміється. Тобто ви розумієте, що це створіння, вони ж потомственні, вони не одне покоління виховувались цим ГУЛАГом. І вони розуміються дуже, дуже добре на тому, щоб зламати людей. Деяких вони зламають, деяких ні. Потрібно розуміти, що хлопці там, вони саме так зараз, як і хлопці в окопах, і вони в тюремних камерах так само на полі бою. Тільки в них нема зброї, щоб захистити себе. І я дуже хочу, щоб якомога більше людей звернуло на це увагу, чекало хлопців, робило все, що можуть у межах своєї компетенції для того, щоб їх повернути. Тому що це найкращі люди.